Мы с нетерпением ждем, когда Сяо Янь станет предком, а далее почтенным воином. Случится это уже довольно скоро, а именно, когда Сяо Янь отправится на центральные равнины. По сути, с этого момента начинается настоящий прогресс Сяо Яня и его путь к силе. Все считают императора Доу сильным, однако на центральных равнинах поистине стоящими считаются эксперты, начиная с предка Доу Цзун. Как мы знаем, этот уровень существенно превосходит императора, и даже одна звезда здесь играет свою роль. Главной особенностью предка считается возможность перемещаться и ходить по воздуху без помощи крыльев. Так в чем качественные отличия предка от императора? Переход в класс предка – это истинная точка, когда можно считаться настоящим знатоком континента. Только успешно достигнув этого уровня, можно было получить необходимые условия, позволяющие спокойно путешествовать и выживать на центральных равнинах. Прогулка по воздуху была уникальным показателем элитного предка, то есть, начиная с этого класса, эксперт мог использовать пространственную силу. Обладая пространственной силой, особо сильный предок или почтенный воин может создавать червоточины, а святой может создавать целые скрытые царства. На этом уровне почти каждая часть тела эксперта, включая даже прядь волос, могла бы стать острым оружием убийства. Между каждой звездой класса предка был огромный разрыв. Таким образом, классификация экспертов Доу Цзун на центральных равнинах была немного более подробной. Каждая звезда была разделена на 4 уровня. Они были начальные, промежуточные, продвинутые и пиковые. Однако такая дифференциация была слишком тонкой. Следовательно, очень немногие люди будут измерять другого таким образом. Однако это было весьма полезно при использовании его для измерения собственной силы. Между пиковым императором и начальным предком был разрыв лишь в одну звезду. Но этой одной звезды было достаточно, чтобы заставить бесчисленное количество выдающихся личностей навсегда остановиться на этом уровне, вплоть до самой смерти. Например, старый монстр Дзя Синтянь десятилетиями находился на 9-й звезде императора, безуспешно пытаясь взять первую звезду предка. Прорыв Сяо Яня к предку будет весьма волнительным моментом. Кстати, нам уже известно, как он будет выглядеть на этом уровне, так как анимационная студия раскрыла будущий облик Сяо Яня на центральных равнинах. Сяо Янь выглядит более зрелым и взрослым, костюм стал более закрытым, появился капюшон. Возможно, Сяо Яню чаще придется действовать скрытно. Судя по официальному выпуску новой модели, Сяо Янь заметно изменился. Не только в плане одежды, но и лица. Это хорошо известный стиль черной мантии Сяо Яня на центральных равнинах. Как говорил учитель, безопасно путешествовать здесь лучше с уровня предка. Центральные равнины – это довольно опасное место, полное сильных экспертов. Этот регион чрезвычайно огромен, с бесчисленным количеством запутанных фракций. Центральные равнины так называются, поскольку это центральная часть континента Доу Ци. Это место является самым захватывающим на континенте. Лучшие эксперты в мире в основном родом из этого региона. Центральные равнины – самое интересное место на континенте Доу Ци. Размеры его несравненно велики, а экспертов здесь столько же, сколько облаков. Можно сказать, что стоять на вершине этого места равносильно стоянию на вершине всего континента Доу Ци. На центральных равнинах эксперта уровня императора действительно можно называть сильным человеком. Однако, только став элитным предком, можно по-настоящему получить статус сильного мастера. Если клан обладает элитным предком, его репутация и влияние, естественно, намного превосходили бы другой клан, владеющий 10 императорами без единого предка. Это было влияние Доу Цзун. Исходя из этого, можно сказать, насколько велика разница между императором и предком. На огромном континенте Доу Ци молодой Сяо Янь вступил на трудный путь прорыва через Доу Цзун. После того, как он узнал секреты класса предка и метод прорыва, он решил найти землю сокровищ, наиболее подходящую для культивации и совершенствования, чтобы справиться с задачей прорыва. Он услышал о кровавом бассейне Небесной горы. Бассейн содержит бесконечную горную духовную энергию и сущность Солнца и Луны. Это редкая возможность тренировки для сильных людей и возможность достичь уровня предка. Интересно, что здесь Сяо Янь встретил давнюю знакомую – Налань Янрань. Сяо Янь ясно понимал, что кровавая энергия содержала в себе чрезвычайно сильный огненный яд. Тот яд не просто был образован внутри энергии, а исходил прямо от вулкана. Кровавый бассейн Небесной горы наверняка находился в самом центре жерла вулкана, где огненный яд был особо сильным и яростным. Хотя он еще не прорвался на уровень предка, он как минимум был в 2-3 раза сильнее, чем 10 дней назад.
Если бы не кровавый бассейн Небесной горы, то Сяо Яню наверняка потребовалось бы полгода, чтобы достигнуть нынешнего уровня силы, даже при его скорости развития. Однако вырваться сквозь оковы Императора крайне сложно. Будет интересно увидеть, как Сяо Янь прорвется на уровень предка и насколько сильным он станет. Высоко в небе посреди воздуха стоял парень, но за его спиной не было крыльев Дао Ци. Хождение по воздуху – прямое подтверждение уровня предка. Несчетное количество мастеров смотрели на неподвижного человека. Весь горный хребет затих. Только шелест падающих капель воды звучал в округе. Дао Цзун – истинная точка, когда можно считаться настоящим знатоком континента. А что можно сказать об уровне почтенного воина? Когда Сяо Янь достигнет этого еще более могущественного класса? Этого придется подождать чуть дольше, поскольку даже спасение учителя Яо Лао происходило, когда Сяо Янь был на 9-й звезде предка. Соответственно, прорыв к почтенному воину произойдет немного позже, но это будет весьма эпично. Сяо Янь и почтенный Фэн вместе со своими помощниками отправились в путь. В группе было 5 почтенных воинов. Однако, придя в филиал Дворца Душ, они столкнулись с 6 почтенными воинами. Об этом уже было видео на канале. Почтенный воин – это уровень, который был еще дальше и более пугающим, чем предок. На этом этапе человек уже был высшим экспертом на континенте. Их методы были далеки от того, с чем мог сравниться элитный предок. Они действительно могли использовать пространство, нечто неземное и невидимое, чтобы делать все, что им заблагорассудится. После перехода в класс почтенного воина человек может непрерывно поглощать природную энергию и превращать ее в Дао Ци в своем теле. Они также могут тренироваться во время путешествия. Разрыв между каждой звездой внутри класса почтенного воина был далек от того, что мог себе представить обычный человек. Это была своего рода чрезвычайно фиксированная иерархическая система. Для кого-то из класса почтенного воина было довольно сложно бросить вызов другому человеку более высокого уровня. Другими словами, разница в 1 или 2 звезды на этом уровне практически всегда гарантировала победу более высокой ступени. У Сяо Яня уже появился помощник уровня почтенный воин. Интересно увидеть его настоящую силу в бою. Большое спасибо за просмотр и напишите в комментариях, как вы думаете, насколько силен будет Сяо Янь на уровне почтенного воина. Подписывайтесь на канал и всем пока!